Всем привет! Это продолжение карьеры Kerbal Space Program. Всех поздравляю с наступающим летом. Для кого-то это каникулы, для кого-то экзамены. В любом случае, надеюсь, что всем удастся передохнуть от будней и насладиться хорошей погодой и теплом. Я не планировал записывать еще одно видео, но записать геймплей в удовольствие все же хотелось. Поэтому поделюсь с вами операцией Гантели, которая принесла целый миллион на баланс космического агентства. Так вот, заглянув в контракты, я увидел 3 прекрасных варианта и тут же взял их все. Первый контракт на 260 тысяч. Для его выполнения нам нужно состыковать 2 космических аппарата на орбите Минмуса и пересадить кербонавтов между аппаратами. Второй контракт на 360 тысяч. Ян Керман застрял на поверхности Минмуса, и нам придется его спасти. И третий контракт — вернуться на Кербин с объектом «Зеленый песчаник». Все 3 контракта я решил выполнить за 2 запущенные ракеты. В прошлой серии мы убедились, что избыток топлива у нее отличный, нужно лишь внести парочку корректировок. На обоих ракетах я заменил носовой обтекатель на стыковочный порт для контракта. Первая сядет на Минмус. Задача пилота будет спасти застрявшего без ракеты Яна Кермана и найти зеленый песчаник. Вторая ракета будет укороченная, без тяжелого научного оборудования. Просто подлетит, пристыкуется. Пересадим кербонавта из одной ракеты в другую и вернемся на Кербин в сборе. В каждой ракете полетит по одному члену экипажа. По пилоту Джеб и Валентина. Итак, обе ракеты выводим на орбиту. При запуске первой я немного отклонился от правильного гравитационного поворота и потратил больше топлива, но это не проблема, его у нас так достаточно. С помощью инструмента маневра, как и в прошлой части, сближаемся с Минмусом. Теперь давайте перейдем к миссии первой ракеты поподробнее. Она на орбите Минмуса. Мы видим Яна Кермана, который застрял на планете. Я ускоряю время и жду момент, когда он окажется ровно на нашей траектории. Зажигаю двигатели и схожу с орбиты. Теперь во время снижения нужно следить за вращением Минмуса и поправлять нашу траекторию, чтобы сесть поближе к потерянному кербонавту. На все эти корректировки тратим топливо второй ступени. Теперь финальные шаги. На глазок выбираем место поближе и садимся. Думал, ракета грохнется из-за сильного уклона, но все обошлось. Видим нашего беднягу Яна Кермана, который остался один в трехместной кабине экипажа. Берем образцы грунта, проводим научные эксперименты и собираем доклад экипажа. Отправляем Валентину за песчаником, который я разглядел, пока отдалял камеру. Отлично, нас ждет большое количество науки. Осталось только застыковаться со второй ракетой. Выводим на орбиту и оставляем наш корабль.
Перейдем к миссии Джеба. Его работа — это стыковка с нашим спасательным челноком. Выделяем его целью и маневрируем. Сначала выравниваем наклон орбит, что у меня получается сделать не с первого раза. К счастью, у нас осталась вторая ступень, и можно не волноваться за топливо. Теперь, когда углы сравнялись, создаем еще один маневр и ловим точку сближения. Выполняем его, гасим скорость относительно цели, а после двигаемся к цели. Ускоряем время, дожидаемся сближения и снова гасим скорость. Теперь стараемся своими руками нормально застыковаться. На это уходит достаточное количество времени, но в итоге стыковка прошла успешно. Остается попересаживать экипаж и вернуться домой. Я опустошаю вторую ступень, чтобы нам не приходилось тащить эту тяжесть. Теперь можно спокойно лететь домой в полном составе. Я решил не сажать ракеты отдельно, ведь так это будет выглядеть гораздо зрелищнее. Выжигаю топливо перед входом в атмосферу, чтобы не рисковать экипажем. В итоге все проходит отлично. Мы заработали огромное количество денег и науки. Как видите, у нас на балансе почти 2 миллиона. Это значит, что теперь мы можем вылететь гораздо дальше минуса и покорить новые вершины. Для этого я изучаю электронику, продвинутые топливные исследования и сканирование. Спасибо, что были со мной в этой миссии. Мы заработали почти 2 миллиона и теперь готовы к настоящим далям. Если хотите увидеть, куда мы отправимся дальше и что построим для новых контрактов, подписывайтесь на канал. Ведь 90% зрителей смотрят без подписки. Впереди много работы и будет здорово, если вы составите мне компанию. Лайк, если было интересно. До встречи!